В 90-х годах началась история постсоветских трансграничных инвестиций. Их было немного. Во все 90-е годы была запущена лишь 1/6 из проектов в этой базе, охватывающий 20-летний период. Причем в основном уже в 95-99. Именно тогда некоторые российские компании уже начали закладывать основы своей транснациональности. Ну, например, «Лукойл» или «Этера». Одним из первых проектов таких крупных стал вход «Лукойла» в проект СРП в Азербайджане. Кстати, позже «Лукойл» был вынужден выйти из этого проекта. То есть история трансграничных инвестиций в 90-х годах отнюдь не радужная. В 2000-е годы начался настоящий бум капиталовложений трансграничных в СНГ. Другого слова не подберешь. Резкий рост по экспоненте, начиная с 2000-2002 года. И пика этот бум достиг в предкризисные 6, 7 и 8 годы. Это достаточно предсказуемо. Здесь мы не открываем Америки. Но вот где наша цифра любопытна, так это кризисный период, 9, 11 и первое полугодие 2012 года. Безусловно, вал трансграничных инвестиций сошел, инвестиций стало значительно меньше, но тем не менее база диагностирует то, что объем инвестиций за рубежом взаимных сохранился. Это, пожалуй, один из основных выводов нашего мониторинга. Сохранилась достаточно активная взаимная деятельность компаний-инвесторов из стран СНГ. Свыше 40 сделок в 2009 году, 25 в 2010 году и 25 в 2011 году. Данные по 2012 году эта версия мониторинга еще не охватила, но предварительно мы можем сказать, что, видимо, и в 2012 году выйдем примерно на 25 трансграничных сделок в СНГ. Это говорит о том, что возрождение предкризисного бума не происходит, но компании по-прежнему ищут ниши. И в поисках этих ниш выходят на новые отрасли трансграничных сделок. Если в 90-е годы это был нефть и газ, в нулевых годах был колоссальный объем инвестиций в телекоме, когда МТС, Вимпелфон и Мегафон выходили на рынки стран СНГ, то сейчас нащупываются новые точки роста в пищевой промышленности, в легкой промышленности, в недвижимости, в гостиничном деле и частично в машиностроении. То есть сейчас нащупываются точки роста отраслевые, которые, возможно, станут заметным явлением в ближайшие 5 лет, скажем так. Дальше пока заглядывать не будем. Лидирующими получателями прямых инвестиций выступают Украина, за которой следует Казахстан и Белоруссия. Россия, естественно, меньше, потому что она выступает только как получатель прямых капиталовложений других стран СНГ. И любопытно, что если во всех почти странах доминирует Россия как инвестор, в Беларуси это практически максимальный показатель, то исключение составляет Грузия, где велика роль и Казахстана, и Азербайджана, и отчасти Украины. В саму Россию прежде всего инвестируют инвесторы из Казахстана и Украины. Отчасти это не более чем эффект соседства. Мы проводили анализ отдельных компаний, нет ли здесь, в случае вот той же Грузии, допустим, эффекта невовлеченности России именно как построение каких-то альтернативных проектов. Нет, оказывается, что отдельные компании, которые очень активны в Грузии, они при этом идут и в Россию, и в Белоруссию. Причем по некоторым банкам, например, видно, что грузинский рынок, естественно, менее привлекательный, чем российский для них, и они действительно в основном сосредоточены на территории России, а Грузии им интересно скорее из-за того, что там меньше конкуренции, в том числе со стороны вот именно российского бизнеса, и плюс реально соседство существует. Действительно, доминирование России, оно максимально, поэтому
Конечно, любопытно посмотреть прежде всего, куда идут российские прямые капиталовложения на постсоветском пространстве. И тут первый важный вывод, что лидирует Украина. Несмотря на то, что она меньше вовлечена в последние интеграционные проекты, она заметно опережает наших партнеров по Таможенному союзу и Казахстан, и Белоруссию. Ну, во многом это объясняется как экономическим размером страны, так и тем, что действительно для российского бизнеса, несмотря на заявления о проблемах там, и политического, и другого характера, на самом-то деле отсутствие культурных языковых барьеров. Иногда российские бизнесмены просто родом с Украины. Это все, естественно, является хорошим стимулом. Более разнообразная отраслевая структура украинской экономики тоже стимулирует дополнительные инвестиции. Из других стран бросается в глаза, что непропорционально высокая доля Армении, учитывая размер этой малой страны, и наоборот, практически нету российских прямых инвестиций в Туркменистане. Если же говорить о том, кто и как инвестирует в саму Россию, которая тоже, естественно, в силу размеров страны является крупнейшим получателем, то ведущие инвесторы – это, как я уже говорил, Казахстан и Украина. Тут важно обратить внимание на диспропорции между официальной статистикой и тем, что мы показали в своем мониторинге. Почти по всем основным инвесторам официальная статистика занижает не просто на какие-то десятки процентов, а реально занижает в разы. Ну вот в свете того, что только что вот опубликовал Центробанк, тут цифры на 2011 год чуть-чуть изменились, но пропорция практически та же. То есть украинский бизнес в России, по данным нашего мониторинга, вложил в сумме почти $1 миллиард. При этом официальные данные Центробанка на конец 2011 года, вот свежий опубликован, 263 миллиона. То есть почти в 4 раза, в 3,5 заниженные данные. Но это вот и показывает этот блинчик украинских инвестиций, где 90% идет на Кипр, якобы, что значительная часть с Кипра потом возвращается не на Украину или еще куда-то, а поступает именно на территорию Российской Федерации. Крупнейшим инвестором среди стран СНГ выступает Казахстан, почти 3 миллиарда по данным нашей базы, при том, что по данным Центробанка России показатель даже немножко снизился, и он сейчас не дотягивает до 1 миллиарда. То есть опять речь идет о многократном, в данном случае трехкратном занижении показателя. Если говорить по малым странам, там есть разные пропорции. Как правило, как раз по таким государствам, как Армения и Азербайджан, наоборот, есть некоторое завышение в статистике Центробанка. Это связано как раз вот с тем порогом в 3 миллиона. Здесь очень большая диаспора, очень тяжело вычленить, кто с каким гражданством из армян и азербайджанцев инвестирует. И это все небольшие проекты, поэтому по платежному балансу они часто проходят. А в нашей базе данных бессмысленно эти проекты учитывать в силу их небольшого размера. По этой, кстати, причине и по Беларуси практически нет расхождений, потому что очень много мелких проектов, так называемых товаропроизводящих сетей Беларуси в России, и в результате мы какие-то более крупные сети отразили, но за счет того, что мелкие сети мы пока не рассматриваем, получается примерно та же картина. Если все-таки посмотреть на проекты без участия России, ведь когда изучают корпоративную интеграцию в какой-то региональной группировке, то важно не столько для характеристики уровня этой интеграции связи с главным лидером, сколько связи в обход лидера. Как традиционно, например, анализ североамериканской зоны свободной торговли идет не по связкам США-Канада, США-Мексика,
они будут существовать и без интеграционной группировки, а насколько тесно взаимодействует Канада с Мексикой. Так и в случае постсоветского пространства интересно, как взаимодействуют бывшие советские республики друг с другом без участия России. И здесь видно, что на самом-то деле идут сугубо экономические факторы. В случае, допустим, вовлечения Грузии, это либо инфраструктурные проекты, либо, как в случае украинско-грузинских, крупнейший проект – это банковский бизнес. Ну, то есть отчасти тоже, в общем-то, такой инфраструктурный проект. Больше всего связок имеет место в случае реального соседства. То есть, допустим, Азербайджан, Грузия, и сразу крупнейшая сделка, она связана как раз с транспортировкой и сбытом углеводородов и их продуктов переработки. То же самое в случае Казахстана, Грузии. А третий по значению – это Казахстан, Киргизия. Опять-таки всем хорошо известно, что там связка идет обусловленная именно близостью стран. И в результате, если анализировать политически ангажированные проекты типа ГУАМа и прочее, то оказывается, что под ними нет той экономической базы, которая существует под теми проектами, которые инициируются с участием России. При этом проекты, которые инициируются с участием России, они завязаны не только на расширение, допустим, экономических интересов России, но и вписываются туда те реально существующие экономические связки, помимо России, которые на постсоветском пространстве существуют.